Всем привет, ребята! Простите меня, пожалуйста, за мое достаточно длительное отсутствие. Просто дело в том, что я болела немножечко короной, и вот наконец-то я поправилась и готова снова ворваться на YouTube. Сегодня у нас будет «О чем поют Рамштайн» вторая часть. Я знаю, многие просили меня посмотреть другие их песни, потому что их творчество невероятно разнообразно, и я разобрала всего лишь 15, а треков там просто неимоверное количество. И сегодня мы с вами рассмотрим еще 15 песен. В этот раз я ориентировалась в основном на ваши пожелания, поэтому песни, которые будут здесь, это ваш выбор, это ваши подборки, которые вы мне кидали в Инстаграме и в других социальных сетях. Так что давайте начнем. Начнем мы наш топ с песни, у которой не самый приятный посыл, но ведь это Рамштайн. Песня о психически больном человеке, маньяке, пытающемся догнать свою жертву. Ты на школьном дворе. Эта строчка подразумевает, что жертва, за которой следит лирический герой, ребенок. Это еще больше усиливает образ чистоты и невинности против чудовища. Рассказчик всю свою жизнь подавлял эмоции, что, вероятно, и сделало его таким неуравновешенным и жестоким. Эти строки описывают, как лирический герой получает удовольствие от страха жертвы, и в нем сразу просыпается готовность напасть и запятнать эту чистоту. Цвета здесь означают добро и зло. Лирический герой песни видит себя воплощением ужаса. Он воображает, что светлая плоть осветит его внутреннюю тьму. Из этой строчки можно предположить, что его отец тоже был жесток и плохо обращался с ним, когда тот был ребенком. Этот человек жаждет смерти. Такие люди сломлены и опасны, и жизнь для них сплошная пытка. Эшафот – это место казни. Белая плоть приведет его к смерти. В конце концов, он будет приговорен к пожизненному заключению или к высшей мере наказания за убийство. Эта строчка говорит о том, что лирический герой потерял веру в Бога, и его не беспокоит небесная кара. Где-то я слышала, что это песня о ростовском потрошителе, о Чикатиле, о маньяке, но я, к сожалению, не нашла никакой информации, которая официально бы подтверждала этот слух, поэтому... Эта песня мрачная, и темп в ней постоянно усиливается, что еще больше нагнетает впечатление, и кажется, как будто бы маньяк бежит за жертвой. Трек и так сам по себе очень жесткий, а если знать и смысл, посыл, то становится вообще не по себе, очень даже жутко. Согласитесь? Погнали дальше. Альтерман рассказывает о мудрости и проницательности старости. Старик разочарован тем, что юноша бросил камень в воду, и говорит, что только когда вода станет гладкой, ты увидишь, сколько сказок у тебя осталось, и тогда ты будешь просить спасения. Как видите, очень метафорично. Как мне кажется, здесь говорится о том, что только с возрастом ты начинаешь понимать многие вещи, и только к старости достигаешь определенного просвещения. Жизнь молодых людей очень хаотична и постоянно кипит. Старик здесь, возможно, изображает старшее поколение, которое пытается сохранять мир и иногда притормаживать безрассудство младшего. Вода – это просто метафора жизни, и поддержание ее гладкости означает сохранение мира во всем мире. Однако юноша бросает в воду камень, нарушая ровную поверхность. Это может означать молодых людей, которые часто принимают опрометчивые решения и нарушают порядок. Как только старик, представляющий старшее поколение, скончается, молодой человек станет старше и мудрее и возьмет на себя работу старика – поддерживать гладкость воды. В некотором смысле это цикл жизни. Мне очень нравится мелодия, которую наигрывает Флаки в сопровождении крифом, и этот сэмпл на фоне, напоминающий падение камня в воду, тоже очень символично звучит и дополняет песню. Этот трек о ревности в ее самых жутких формах. Она с неким стёбом, юмором изображает, как в момент ревности у людей иногда возникают нездоровые мысли. Песня также является одним из саундтреков в фильме «Командир эскадрильи» 1999 года. Здесь на самом деле больше нечего сказать, звучит песня намного интереснее, нежели чем ее лирика. Седьмой трек на третьем студийном альбоме «Рамштайн» «Мутро» вращается вокруг, казалось бы, мертвого ребенка, которого похоронили по ошибке. В качестве погребального подарка он получает музыкальную шкатулку. Когда снова просыпается, то заводит ее, чтобы звучала мелодия. Звук привлекает внимание к ребенку, и поэтому он освобождается из могилы. На бэк-вокале, кстати, дочь Рихарда Круспе, Кира Ли Линдеман.
Эта строчка является отсылкой к немецкой детской песенке, предположительно той, которую играет музыкальная шкатулка. С этой песней связана игра, в которой родитель подбрасывает ребенка на коленях. Прекрасная песня, которая очень недооценена, и группа играла ее только когда вышел альбом «Мутер» в самом начале. Как и в других треках, музыканты подкрепляют лирику различными эффектами в инструментале. Например, в этой песне мы можем услышать эту самую шкатулку, о которой говорится, и голос ребенка. В отличие от обложки, на которой изображен младенец, и название «Мутер», означающее «мать», представляющее начало жизни, песня «Нибель» об омеге, смерти и конце. Очень символичное завершение. Как будто за все треки в альбоме мы проходим этот жизненный путь от рождения до смерти. Тиль поет о двух влюбленных, стоящих у моря, и последнем прощальном поцелуе перед неизбежной смертью женщины. Эта песня, наряду с «Амур», напоминает нам о хрупкости отношений, которые могут быть трагично прерваны смертью одного из партнеров, и тяжелой боли и скорби второго после этой страшной потери. Интересная метафоричная строчка, которая говорит нам о том, что женщина умирает. Возможно, это прямое указание на то, что она страдает неизлечимой болезнью. Красивое четверостишие, которое показывает нам, что женщина боится не столько смерти, сколько потери любимого человека. Завершающие строки говорят нам, что прошло много времени для мужчины, и тот трепетный, роковой и ужасный момент последнего поцелуя с когда-то любимой он уже и не вспоминает. Время все смыло. Великолепная баллада с таинственным звучанием. Лично у меня постоянно наворачиваются слезы, когда я ее слушаю, особенно когда представляю эту картинку, о которой говорится в песне. Композиция «Райзе Райзе» начинается со звуков шума морского прибоя. Тим О'Нил из Pop Matters сравнил «Райзе Райзе» с сюжетом повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». «Райзе» здесь используется в двусмысленной форме. Обычно оно переводится как «путешествие», но также имеет архаичное значение «возникать», особенно когда используется в морском контексте. В основном здесь поется о нелегкой жизни моряков, которые долго не видят своего дома и находятся в этой длительной изоляции на корабле. Одна из моих любимых песен, очень мрачная, но при этом такая величественная, я бы сказала. Ты сразу представляешь большой корабль, непогоду и моряков, выполняющих свою работу, которые очень скучают по своему дому. Эта песня рассказывает историю так называемого каннибала из Ротенбурга Армина Майвеса, который в 2001 году убил и съел Юргена Брандеса с его добровольного согласия. Во вступлении песни, родившемся совершенно случайно, звучит голос басиста Оливера Риделя. Он озвучивает настоящее объявление Майвеса, которое тот разместил в интернете. «Ищу хорошо сложенного парня от 20 до 30 лет для закалывания. Мясник». По словам Паули Ландерса, эти слова были включены в песню, чтобы стало ясно, о чем она. «Люди дохнут, когда принимают виагру или наркотики», — говорил Тиль Линдеманн. «Если то, что он сделал, его осчастливило, но он при этом умер, то это, конечно, долбанутый случай, но настолько завораживает». Он описывает человеческое мясо как нечто чудесное, приправленное, приготовленное и подаваемое на фарфоре с хорошим вином и романтическими свечами, а затем иронически добавляет, что необходимо немного культуры. Интересная выбрана тема. Если мы посмотрим на достаточно противоречивый клип, то ребята копнули тему каннибализма чуть глубже и решили показать в целом, какие пороки могут скрываться в человеке. Ох уж эта знаменитая сцена в клипе, где Шнайдер ведет участников группы, которые являются воплощением его пороков, с поводком. Композиция, рабочее название которой было в переводе с немецкого «Аэрофобия», ссылается на балладу Гёте «Лесной царь». В оригинале эту историю рассказывает отец, который пытается успокоить своего сына, утверждавшего, что видит темные силы, когда оба они ехали верхом по лесу ночью. Тиль Линдеманн заменил локацию на действие в самолете, который попадает в бурю. Отец объят таким ужасом и прижимает сына настолько сильно, что ребенок задыхается. Название песни отсылает к легенде о том, что нынешний Далай-лама боится летать на самолетах. Не опираясь на многочисленные отсылки, то можно сделать вывод, что это песня о чувствах человека с аэрофобией. О том, какую панику он ловит и зачастую даже не может контролировать свои действия.
Это песня высмеивания того, насколько современный человек зависим от бензина, нефти и от прочих горючих веществ. Да и в целом, когда я смотрела клип, мне показалось, что эта песня, наверное, больше для развлечения, и я здесь не увидела какого-то глубокого замысла, так что давайте погнали дальше. Розенрод изначально предназначалась для альбома 2004 года «Райзе Райзе», но незадолго до выпуска была заменена на «Mein Tale». В тексте песни рассказывается история молодого мужчины, который пытается добыть розу с горы для своей возлюбленной, ведь она так ей понравилась, но в конечном итоге падает и разбивается насмерть, а возлюбленная выживает. В музыкальном клипе участники группы изображены монахами, прибывающими в румынскую деревню. Тиль влюбляется в молодую девушку, убивая ее семью, когда она просит его об этом. Затем девушка предает его, и жители деревни сжигают нашего влюбленного на костре. По сути, смысл обеих историй заключается в бессмысленных действиях, совершенных во имя любви и закончившихся смертью. Песня была вдохновлена стихотворением Гёте «Дикая роза». Это четверостишие говорит о том, что многие люди создают себе ложный образ, и совсем не просто добраться до их истинной личности. И вначале тебе кажется, что это невинный аленький цветочек, но вскоре он может тебя отравить. Лирика рассказывает историю о двух родственных душах, связанных через свои сны, и хотя они не знакомы друг с другом, живут на разных уголках планеты и не разговаривают на одном языке, их любовь выходит за все рамки. То, что песня исполняется на нескольких языках, идеально подчеркивает смысл. Первоначально песня задумывалась как сольная баллада Тиля и впервые была записана во время создания альбома «Мутер». Лирика в демо-версии была более меланхоличная, с духом раздирающего одиночества. Группа была недовольна этой песней, но чувствовала ее потенциал. Во время написания «Райзе Райзе», где много песен было написано для Розенрод впоследствии, они переработали песню и пригласили Шарлин Спитери для совместного исполнения. Песня получилась очень лиричной и чувственной. Это песня о маленьком мальчике, у которого уже сейчас прослеживается тяга к уничтожению чужого и к заботе и сохранению того, что дорого только ему. Мальчик понимает, что его желание – это плохо, а он хочет оставаться хорошим, но не может себя контролировать, жажда разрушать сильнее него. А здесь у нас песня с крайней формой садизма. В какой-то момент ее даже запретили из-за слишком жестокого содержания. Если говорить кратко, а на этой песне задерживаться я не хочу, то Тиль поет от лица человека, любящего БДСМ. Он наносит многочисленные увечья своей жертве, хотя в данном случае человек не является жертвой, так как тоже получает удовлетворение от этих жутких пыток. Тиль не поскупился на подробности в тексте, я даже не удивлена, почему песню вначале запретили. Примеры приводить вам не буду, если очень интересно, то лучше вам самим посмотреть. Но жуть та еще, скажу я вам. Хотя если не знать, о чем песня, то трек-то сам по себе очень драйвовый, я часто его слушаю. Еще одна добрая песня. Лирический герой говорит о том, что любовь найдется для каждого. Он отчаянно пытается ее найти, хотя в данном случае он хочет больше удовлетворить свои плотские желания. Лирический герой пытается быть вежливым и добрым, всячески привлекая к себе внимание. И после многочисленных бесполезных попыток он решается на насилие. Вот в такие моменты я понимаю, что не всегда хочу знать, о чем поется в моих любимых песнях, скажу я вам. В этой песне поется о человеке, страдающем раздвоением личности и являющемся потенциально опасным для общества. Лирический герой на протяжении всей песни пытается себя от чего-то удержать, отчаянно контролировать, но ему это с трудом удается. Песня является одним из саундтреков фильма «Нимфоманка». Ну и на этом все, ребята. Я кратко вам рассказала о 15 песнях Рамштайн, о чем они поют. И я думаю, что вы поняли, насколько разнообразна их лирика. Они могут петь о каких-то очень стрёмных и жутких вещах, каких-то извращениях, но также могут петь о великих чувствах, о любви, о противоречивых эмоциях касаемо любви, о каких-то фобиях и так далее. У
У них очень разнообразная лирика, и говорить о том, что Рамштайн там какие-то извращенцы поют только о письках, сиськах, скажем так, это вообще неправда. Я надеюсь, что я не испортила для вас некоторые песни Рамштайн, потому что когда я смотрела лирику, разбирала, я поняла, что для себя я некое впечатление подпортила над определенными треками, но ничего страшного. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если вы хотите еще видеть какие-то группы в этой рубрике, то обязательно напишите внизу в комментариях, какие именно группы это должны быть. А также напишите внизу в комментариях топ ваших любимых треков Рамштайн. Или, может быть, у вас есть какой-то свой определенный взгляд на песни, о которых я упоминала, может быть, у вас есть своя личная интерпретация, или, может быть, я что-то не так поняла, что-то не так сказала, об этом тоже обязательно напишите. В общем, пишите комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, а вам не сложно. Также подписывайтесь на мои другие соцсети, на Patreon, где есть дополнительный контент. Спасибо большое за вашу поддержку. Пока.